Всем привет! Все знают, что официальная долгожданная премьера смартфона в серии OnePlus 10 состоится только на следующей неделе. Но сегодня сама компания OnePlus полностью, что немаловажно, рассекретила флагман OnePlus 10 Pro. А именно мы получили все его характеристики, большое количество качественных рендеров и даже видеоролик. И все сразу начали разбивать свои копилки. Но не спешите, есть одно но. Флагман OnePlus 10 Pro выходит, к сожалению, только в Китае. По крайней мере, на данный момент. Сегодня я вам расскажу, стоит ли рассматривать данный смартфон или все-таки купить что-то себе другое. Итак, основные фишки смартфона OnePlus 10 Pro — это мощный процессор от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 8 Gen 1, защита от пыли и воды IP68, аккумулятор емкостью 5000 мАч, отличный LTPO AMOLED экран с кадровой частотой 120 Гц, основная камера Hasselblad 2.0 на 48 и 50 мегапикселей, аккумуляторная батарея на 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 80 Вт. Ну и конечно же цена всего $719 за минимальную конфигурацию. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум, поехали! OnePlus 10 Pro получил изогнутый экран Super AMOLED разрешением 3216 на 1440 пикселей. Очень много людей не желают видеть в смартфоне изогнутые края экрана. Я понимаю их, ведь есть очень много минусов. А именно, повышенная хрупкость гаджета, высокая стоимость, сложности с чехлами и защитными пленками и стеклами, неудобства в использовании, неудобства в управлении, сомнительные дополнительные функции и, поверьте, я знаю, о чем говорю. Ведь основной мой смартфон на данный момент является Samsung Galaxy S8 Plus. Экран OnePlus 10 Pro выполнен по технологии LTPO. Это позволит нам наслаждаться динамической частотой обновления от минимальной 10 Гц до максимальной 120 Гц. Напоминаю, LTPO означает низкотемпературный поликристаллический оксид и относится к особому типу технологии, применяемой в OLED-дисплеях. Диагональ составляет 6,7 дюйма, кадровая частота, как я говорил ранее, 120 Гц. Сканер отпечатков пальцев, как принято в этом сегменте, встроен в сам экран. Также на лицевой стороне смартфона мы получили врезанную фронтальную камеру на целых 32 мегапикселя. Аппаратная платформа смартфона выступает, конечно же, Snapdragon 8 Gen 1. Это топовое решение на данный момент. Напоминаю, смартфон OnePlus 10 Pro совсем недавно был замечен в тесте производительности Geekbench. При этом его результаты оказались явно не рекордными. Итак, телефон набрал всего 976 баллов в однопоточном тесте и 3469 баллов при использовании всех ядер. Это не совсем хороший результат, учитывая, что предшественник OnePlus 9, а также OnePlus 9 Pro набрали примерно 1100 в однопоточном и 3600 при использовании всех ядер. Но есть предположение, что причина таких оценок заключается в том, что компания OnePlus еще не оптимизировала новый смартфон. Возможно, в тесте использовался не финальный образец данного гаджета. Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 80 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. Смартфон оснащен двухэлементной батареей. Это решение используется, поскольку оно позволяет зарядному устройству обеспечивать энергией обе батареи одновременно и быстрее, не нагружая их слишком сильно. Также компания добавила чип шифрования к зарядному устройству и кабелю, а также 12 датчиков температуры в телефоне. В телефоне также будет установлена новая система отвода тепла, позволяющая поддерживать безопасную температуру данного аккумулятора. Основная камера выступает Hasselblad 2.0. В ней применяются датчики разрешением 48 мегапикселей основной, 50 мегапикселей со сверхширокоугольным объективом и 8 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом. Напоминаю, Hasselblad — это шведская компания, занимающаяся производством среднеформатных фотоаппаратов и фотографического оборудования. То есть эти люди знают
толк? Устройство получило отличную оперативную память LPDDR5 8 или 12 гигабайт. В режиме активной работы энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. А это очень даже неплохо. В режиме сна дела обстоят еще лучше, благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4. Своей флеш-памяти будет 128 или 256 гигабайт UFS 3.1. Эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записей, и функцию, что немаловажно, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. Из других особенностей смартфона это стереодинамики, адаптеры NFC и Wi-Fi 6E. Операционная система выступает Android 12 с интерфейсом ColorOS 12.1. Ну что же, ребята, конечно же, OnePlus 10 Pro это долгожданный смартфон. Конечно же, с каждым годом компания OnePlus удивляет своих фанатов, а также простых пользователей. И мы получаем действительно стоящие продукты, которые легко могут конкурировать с брендами, такими как Samsung, Apple, Huawei и так далее. OnePlus 10 Pro это действительно очень интересное решение за недорого, потому что плюс-минус будем сразу расценивать $800 это не очень дорого за такой смартфон. Мы получили топовую систему Snapdragon 8 Gen 1. Мы получили камеры от Hasselblad. Это очень крутое решение в наше время. Мы получили аккумуляторную батарею с быстрой зарядкой. Мы получили отличный AMOLED-экран. Да, вот эти изогнутые края не слишком радуют своих пользователей, но как есть. Но конкурентов очень много. Вы должны понимать, что совсем недавно представили Samsung Galaxy S21 FE. Также на 888 драконе. Да, это не Snapdragon 8 Gen 1, но они идут практически на одном уровне. Да, 8 Gen 1 выиграет в чем-то, но не намного. То есть разницы большой вы не увидите. Также мы там получили AMOLED-экран на 120 Гц. То есть, на мой взгляд, OnePlus 10 Pro будет конкурировать, как ни странно, с этим смартфоном. Почему? Потому что там мы получили новый смартфон. Конечно же, скоро будет презентация S22, но мы берем, что сейчас есть на рынке. Вот и все. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!